И снова всем привет, поклонники мира пустоши. В этом выпуске я расскажу, что за девочка преследует Макса и почему ее видение такое болезненное для нашего героя. Макс всегда был беспокойным парнем, который постоянно находил приключения на свою голову. Между событиями фильмов «Под куполом грома» и «Дорога ярости» наш герой решил восстановить свой знаменитый перехватчик, но для этого ему был необходим мощный двигатель. Раздобыть его можно было только на турнире в Гастауне, где хозяин города, людоед, решил устроить кровавые гладиаторские бои. Максу пришлось нелегко. Он с трудом убил своих противников, но самый сильный из них, чемпион дикобразов, едва не прикончил его самого. К счастью для Макса, ему на помощь пришла незнакомка. Благодаря ей, ему удалось прикончить дикобраза. Как победитель Макс получил босс 351 Кливленд V8, легендарный движок, который мечтал заполучить любой воин пустоши. Макс благополучно вывез бесценный трофей из Гастауна и вскоре занялся модернизацией своего перехватчика. Однако внезапно на него напали. Это были дикобразы. Макс не смог отбиться от налетчиков. Дикобразы посчитали, что Макс нечестным путем одержал победу. Взяв воина дорог в плен, они решили проучить его. Макса растянули на земле, а в бедро, где была артерия, воткнули нож. Мучители предоставили Максу убийственный выбор: либо умереть на солнцепёке, либо, если он сумеет вытащить нож, погибнуть от потери крови. Солнце висело над самой головой. Его лучи жестоко жгли искалеченное тело Макса. Он понял, что еще чуть-чуть и точно испечется на адской жаре. Макс решился вынуть нож. Когда он это сделал, кровь быстро полилась из раны. Макс начал терять сознание. Когда он очнулся, уже наступила ночь. Его раны были заботливо перевязаны, а у костра сидела девушка. Та самая девушка, что помогла ему в Гастауне. Она дважды спасла Максу жизнь, но пустошь — это не то место, где делают добро за просто так. Спасительница попросила об ответной услуге — спасти ее дочь, Глорию. Дочь похитили дикобразы во время налета на торговый караван. Максу предстояло спуститься глубоко под землю, в убежище дикобразов. Именно там похитители держали Глорию. Дикобразы не съели Глорию, как они это обычно делали со взрослыми. Детей людоеды использовали для проникновения в труднодоступные места развалин аэропорта, куда они могли пролезть сами. После долгих поисков Макс нашел девочку. Глория сперва приняла Макса за врага, но когда он назвал ее имя и показал девочке ее любимого медвежонка, она поняла, что он ее друг. Глория повела Макса в безопасное убежище, но они встретились с дикобразами. Макс с трудом сумел победить людоедов. Они стали думать, как выбраться наверх. Макс решил рискнуть и прорываться наверх через катакомбы, в которых жили дикобразы. Это был самый короткий путь наверх. Им повезло. Ошеломленные людоеды не оказали сопротивления. Макс с Глорией захватили украденный перехватчик и погнали машину по жутким туннелям прибежища людоедов. Их преследователям сильно не повезло. Вскоре Макс с Глорией оказались наверху. Глория смогла наконец-то воссоединиться с матерью. Они предложили Максу присоединиться к ним, но Макс отказался, ведь он – одинокий воин дорог. Внезапно мотоцикл Глории с ее матерью атаковал незнакомый байк. Это была машина дикобразов. Она протаранила мотоцикл. Шипы машины дикобраза обогрелись чужой кровью. Макс, обезумев от ярости, нагнал байк дикобраза и превратил его в кучу металлолома. Но Глорию и ее мать это уже не спасло. Несчастная девочка умерла на руках Макса. Макс похоронил Глорию и ее мать, и вскоре его перехватчик скрылся в песках мертвого города. Однако с тех пор его преследовал призрак Глории. Он бередил его душевные раны и не давал покоя. А еще он напоминал Максу, что в груди его бьется не бездушный мотор, а живое сердце, готовое откликнуться на беды окружающих людей. Теперь вы знаете, что за девочка преследовала Макса. Если хотите больше узнать о Максе и других обитателей Великой Пустоши, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.
Всем пока!